Знаете, на самом деле, пока не стартовал реальный чемпионат мира, в игре контента как такового в принципе и не будет, помимо эпических паков, которые, конечно же, продолжат выходить в любом случае. Поэтому от сегодняшнего оперативного обновления как таковых ожиданий в принципе и не было, за исключением того, что в игре наконец-то должен был появиться Мбаппе и компания. И в принципе так оно и произошло. Ключевая тема сегодняшнего четверга — это паки национальных сборных, которые появились в игре спустя неделю после появления паков со сборной Португалии и Англии. Ну и конечно же, судя по всему, первый бигтаймовский вратарь в лице Джанлуиджи Буффона. Рад вас всех сегодня приветствовать. Как и всегда, вы на канале Realistic PS, и давайте обсудим все, что успело появиться сегодня, и как и всегда, что успеет появиться в ближайшие дни. Слышишь этот звук? Это уникальный Nissan 370Z. Уже ждет тебя на парковке Playrock. Его новенький салон вовсю блестит, а в бардачке собрались самые лучшие предложения по монетам в eFootball и множество других предложений. А в багажнике целая куча подарков. Этот неповторимый Nissan, а также iPhone 17 Pro Max, Sony PlayStation 5 Pro, игровой ПК, Nintendo Switch 2, MacBook Neo и еще много всего может стать твоим, ведь это подарки от Playrock в честь его 4-го дня рождения. Все, что тебе нужно делать, с 10 июня по 10 июля заходить на сайт, совершать покупки или просто выполнять задания, получать плей-токены и обменивать их на билеты в одной из категорий призов. Чем больше билетов ты собираешь, тем выше твои шансы на победу. Переходи по ссылке в описании, пользуйся моим промокодом, участвуй в розыгрыше. И помни, если выгоднее и с подарками, значит Playrock. Совершенно внезапно, без каких-либо анонсов, даже малейших предположений со стороны игроков, в игре появился бигтаймовский-эпический пак с игроками сборной Италии. И это на самом деле даже забавно в некотором роде, учитывая, что ночью перед сегодняшним обновлением на Матч ТВ показывали финал с участием сборной Италии, как раз таки вот. И если честно, лично у меня с этим паком ситуация какая-то неоднозначная, потому что, с одной стороны, он действительно выглядит вкусно. Джанлуиджи Буффон один из сильнейших голкиперов в игре, с этим, я думаю, мало кто будет спорить. Точно так же, как и Андреа Пирло. Прекраснейший дирижер с какими-то фантастическими цифрами, ну и, конечно же, приятной моделькой. Ну и дебютант среди эпических защитников в лице Джанлуки Замбротте. Но в то же время есть какой-то вот момент, который все равно останавливает от того, чтобы крутить этот пак. И нет, этот момент не называется возможная блокировка, там, списание монет и все остальное из этой же ситуации, что ожидает нас после 15 числа. Нет, здесь речь совсем о другом, скорее из разряда, что подобные игроки, как бы привлекательно с одной стороны они не выглядели бы, как будто бы уже слегка приелись, если честно. Хотя с другой стороны, если бы у меня не было Буффона, за этим паком я бы, наверное, пошел, потому что как минимум вот тот же самый Буффон и Пирло, это было бы прекрасное пополнение в состав. Ну а так, лично для меня мимо. Да и опять же, я вот не совсем понимаю смысл давать бигтаймовскую карточку именно голкиперу, потому что, голкиперы по большей части, в принципе, играют плюс-минус одинаково. Просто какой-то голкипер может вытащить в этом моменте, а какой-то нет, во многом из-за антропометрии, из-за своего роста, длины конечностей и так далее. Это немного не та ситуация, как, например, с нападающими, полузащитниками или даже защитниками. Хотя у последних тоже разнообразия как будто бы не то чтобы прям много. И вот здесь мы спускаемся с небес на землю и наконец-таки обращаем наше внимание на паки национальных сборных, которые также сегодня появились. Это паки с игроками сборной Франции, Турции, Германии и сборной Голландии. И давайте будем честны, из всего этого перечня самый интересный, самый привлекательный и пак, который хоть сколько-нибудь может вас усилить, это, конечно же, пак с игроками сборной Франции. Тогда как все остальные, скорее так, чисто для интереса, попробовать какого-нибудь конкретного тренера или какого-нибудь игрока.
Турция, но это прям совсем мимо, это скорее для игроков с аналогичного региона, так сказать, чтобы потешить их эго, я не знаю, чтобы потешить их кошельки, возможно. Сборная Голландии. Ван Дейк смотрится неплохо, точно так же, как и Микки Ван де Вен, ну и все как будто бы. То же самое и со сборной Германии. Нагельсман смотрится интересно, тогда как все остальные игроки по своим цифрам, ну как будто бы тех же самых фри-ту-плейщиков особо не усилят, а про донатеров и вовсе говорить не приходится. Поэтому сосредотачиваем внимание на сборной Франции, у которой присутствует не менее крутой Дешам и, в принципе, что высокорейтинговые игроки, что в целом игроки приятные по своим моделькам. Конечно же, во главе этого пака стоит наш любимый диктатор. Ну-ка, расскажите, что же Диктатор! там... Диктатор? Да. Ну, какой вы? Ну, хорошо, расскажите, что же вы диктуете там, диктатор? И вот знаете, как бы вот корректнее сказать в случае с ним. Лично я остался разочарован его карточкой, потому что она сохраняет все те же самые симптомы, которые присущи Киляну Мбаппе, по крайней мере, в той же самой команде неделя. Как и всегда, высокие цифры умения атаковать и реализации, хорошая скорость, техничные цифры, но при этом ему опять не дорисовывают силу удара и подкрутку. Ну ладно, бог с этой подкруткой, ну хотя бы силу удара ему подтяните, потому что по сути это фри-то-плейная карточка, которой предстоит играть против Шмейхелей, Вандерсаров, тех же самых бигтаймовских Буфонов и прочих подобных ребят. И вот с такой вот силой удара при стандартной прокачке он хрен что сделает на самом-то деле. И поэтому, чтобы сделать его более, скажем так, опасным, не то чтобы играбельным, а более опасным, более эффективным, придется изворачиваться. Я обычно таким не занимаюсь, но в случае с Мбаппе мне прям реально было обидно, и поэтому, как мне кажется, подобрал более-менее такой играбельный и интересный вариант прокачки для него, где он имеет хорошую скорость с ускорением, сохраняет такой же хороший баланс, умение атаковать, в принципе в техничности не теряет, но и при этом сила удара у него почти подбирается к бирюзовой зоне. То есть вот такой вот вариант мне кажется более оптимальным. Так и более того, с таким вот вариантом прокачки на флангах нападения у него и вовсе будет рейтинг 104 пункта. Номинальный, правда, но тем не менее. Что же касается остальных карточек, которые присутствуют в этом паке, в принципе, на первый взгляд, они смотрятся неплохо. Дембеле, конечно, это будет слишком громко сказано, но как будто бы тот же самый Килян Мбаппе, по крайней мере, по своей модельке. Аналогичный рост и, в принципе, аналогичный разброс цифр. Оба быстрые, техничные, бесполезные на втором этаже и не особо устойчивые. Только за тем исключением, что для того же Дембеле Konami не пожалели нарисовать цифры силы удара, и чуть-чуть подкрутив ему некоторые скиллы, в принципе, до бирюзы ее поднять вполне реально. Майкл Олисе на правом фланге быстрый, техничный, но в то же время слабоватая выносливость, поэтому при стандартной прокачке его, скорее всего, будет хватать только на один тайм. Ну и Райан Ширки получает какие-то фантастические цифры взаимодействия с мячом. Konami подчеркивает, насколько он техничен, мастеровит в обращении с круглым. Также у него присутствует хороший пас и, в принципе, неплохая реализация, которая подкрепляется также добротными цифрами удара. И чтобы вы, блядь, понимали всю абсурдность ситуации, даже у Райана Шерки при стандартной прокачке сила удара больше, чем у Киляна Мбаппе. Да что это, блядь, такое вообще? Кто из них нападающий? Еще один интересный момент, который я заметил, рассматривая сегодняшние паки, так это то, что у главных тренеров, которые присутствуют в этих наборах, у большинства из них присутствует длинная контратака. А если быть точнее, из числа 4 новых тренеров, у 3 из них длинная контратака присутствует в качестве играбельного стиля, который в цифрах вообще не потерял. То есть у всех длинная контратака проставлена на 89 пунктов. Как будто бы Konami лишний раз говорят о том, что этот стиль, он, наверное, все еще самый предпочитаемый и не то чтобы метовый, но самый ходовой на сегодняшний день. И как будто бы это действительно не лишено смысла. А вообще, учитывая, какой контент сегодня Konami завезли, я бы на их месте дал бы всем просраться как следует и не позволял бы расслабляться иной раз. Ведь помимо вот этих паков с турками, с японцами, я бы подкинул еще одну ложку дегтя в бочку меда и сделал того же самого Мбаппе, например, не охотником за голами, а отвлекающим, например, или лисом у ворот, чтобы жизнь медом не казалась, опять же. А то хрен ли. Сидят тут, радуются этому диктатору. Контент на понедельник. Почему-то многие ожидали, что именно сегодня в игре должен появиться либо Патрик Вейра, либо Рио Фердинанд. Но ни первый, ни второй сегодня не появились и не появятся в понедельник, потому что в понедельник нас ожидает набор с атакующими игроками, а именно версии от сборных Баберто Баббо,
Роберто Баджо, Ромарио и выбивающийся из их числа центральный полузащитник Лотар Матеус. На самом деле пак выглядит неплохо, в принципе, что Баджо, что Ромарио в нападении смотрятся прям очень круто, но с другой стороны это карликовые нападающие, а с ними, как и всегда, не все так однозначно. Поэтому если вы, как я, например, не из числа тех, кто умеет проходить в соло за футболистов, возможно, под вашим управлением, что Ромарио и в особенности Баджо будут не настолько эффективны, как, например, у других в составе. И еще один немаловажный момент, который касается предстоящего контента и связан с оперативными обновлениями, потому что Konami успели сообщить, что начиная с 13 числа оперативные обновления будут выходить слегка по обновленному графику, а именно с часу до 3 по московскому времени. И во многом это связано с появлением в игре новых карточек, а именно игроков дня, о которых мы говорили в предыдущих роликах, когда Konami только-только их анонсировали. Это карточки, которые будут отсылаться к реальным матчам чемпионата мира. То есть вместо команды недели будет взят конкретно взятый игрок конкретного взятого матча, и вот будет представлен в качестве такой вот карточки. Получить эти карточки можно будет так же, как и карточки команды недели за прохождение ивента против искусственного интеллекта, либо же за ваши монеточки. Но самым главным остается вопрос, насколько сильными будут подобные карточки, и смогут ли они привнести хоть какое-то разнообразие в тех же самых скиллах, цифрах, потому что к тому же самому Килиану Мбаппе у меня прям конкретно такая претензия, что он никак не отличается по разбросу цифр. Вот как есть одна карточка в команде недели, так и у всех остальных одни и те же проблемы. Не самая высокая сила удара, не самая лучшая устойчивость, и от одной карточки к другой эта ситуация вообще никак не меняется. И поэтому хотелось бы, чтобы в этих карточках ситуация была совсем иная.